Привет всем! В этом видео я сделаю обзор, покажу, как подключается и настраивается камера видеонаблюдения, которая устанавливается в дверной глазок. Вот такой комплектик я заказал на AliExpress. Производитель камеры Sightcam. Моделька идет 2-мегапиксельная. В общем, в комплектации у нас есть адаптер. В розетку включается, с другой стороны у нас USB-шка 5 вольт. Камера питается от 5 вольт. Вот сама камера в шелестящем пакетике. И в комплекте также идет кабель для подключения. Здесь длина 2 метра. С одной стороны micro-USB включается, вставляется в камеру, а USB-шка вставляется в адаптер. То есть рядом с дверью надо будет где-то придумать розетку, чтобы подключить камеру. И инструкция по подключению и настройке. С инструкцией нам понадобится приложение. Вот оно скачивается по QR-коду. ICC приложение. Оно, в принципе, распространенное, много камер видеонаблюдения работает именно с вот этим приложением. А вот как выглядит сама камера. Здесь есть крышечка сверху, вот такая накручивается. Она прикрывает вот эти все разъемы, то есть micro-USB разъемчик для питания камеры. Встроенного аккумулятора в камере нет, то есть если нет питания, камера не работает. Камера довольно компактная, то есть здесь аккумулятора нет. Кнопка Reset и разъем под карту памяти. То есть камера снимает, она может постоянно снимать, может снимать по движению. То есть если перед камерой появилось какое-то движение, она включается, записывает. То есть не обязательно включать ее на постоянную запись. Это у нас Wi-Fi антенна. Она вынесена наружу, потому что если закупорить камеру в дверь, то может быть плохой прием сигнала. То есть антенна здесь внешне идет. Wi-Fi здесь нужен для того, чтобы можно было удаленно просматривать видеозаписи. Онлайн можно смотреть в реальном времени, что происходит перед дверью. Вы можете со смартфона зайти в приложение и посмотреть онлайн-трансляцию с камеры. Здесь есть встроенный микрофон, но слышно через него плохо. Разобрать, что говорят, можно, качество не важное, потому что он находится внутри камеры, поэтому качество звука будет плохое. Но он есть, то есть какую-то речь, голос он запишет. Снаружи двери будет видно только одну линзу, то есть вы установили и будет выглядеть как обычный дверной глазок. Весь механизм внутренности и начинка электроника будет спрятана внутри двери. Это у нас гайка, которая закручивает глазок, вы устанавливаете и затягиваете. Толщина двери регулируется, то есть вот вы можете закрутить и затянуть ее. Максимальная толщина двери может быть 90 мм. Если дверь тоньше, то здесь будет торчать резьба, и для этого предусмотрена заглушка, как раз чтобы вот это все спрятать, провода и антенну, то накручивается поверх вот такая заглушка. То есть она уже будет торчать с внутренней стороны двери, будет вот такой черный колпачок торчать. От этого никуда не деться. И теперь давайте ее подключим, подадим питание и посмотрим, как она настраивается и подключается. Приложение сейчас скачаем. В общем, проводок у нас вот сюда вставляется micro-USB. Это я вставляю в USB розетку. И карту памяти я вот сразу microSD вставляю. Вот она защелкнулась, вставляется. То есть карта памяти не торчит заподлицо. Вровень с корпусом идет. Так, и теперь давайте скачаем приложение. Заходим в Play Market. В поиске вбиваем название приложения. Либо можно отсканировать в инструкции QR-код. Нажимаем «Установить это приложение». Где-то это минуты времени займет. Теперь мы заходим в приложение. У нас здесь выскочит сейчас меню регистрации. Вот оно. Можно зарегистрироваться и входить под вашим логином и паролем. Можно сделать быстрый вход. На человечка нажимаем, без регистрации заходим. Основное меню у нас, вот экран. Пока никакие устройства не добавлены, поэтому мы нажимаем плюсик. И теперь нам нужно будет на камере вот здесь нажать Reset. Я это делаю. Вот этой иголочкой, чтобы сим-карты, которые вынимать. Зажимаем на несколько секунд, отпускаем, и камера должна заговорить. Вот. Это сброс настроек идет. И теперь дальше выбираем. Настройка по Wi-Fi, так как это Wi-Fi камера. Здесь у нас должен быть роутер 2.4G, то есть 5G не подходит. У меня двойной и тот есть. Поэтому я выбираю
2.4G. Выбираем ваш Wi-Fi, TP-Link 682 у меня, и вводим от него пароль и нажимаем подтвердить. Вот, подтверждаем. И пошел процесс поиск камеры. Когда камера найдется, она опять заговорит. Сейчас начнет бубнеть. Он говорит. И теперь нужно ждать. Все дальше настроится в автоматическом режиме. Так. Камера подключена. Теперь нужно будет ввести пароль какой-нибудь. Вы придумаете, это ваш пароль от вашей камеры. Чтобы никто другой, кроме вас, не смог просматривать вашу камеру. Поэтому вводим какой-нибудь пароль. Нажимаем подтвердить. Выбираем, где эта камера стоит. Ну, это, например, там гараж, балкон, студия. Это универсальные настройки под все камеры. Ну, выбираем, например, коридор. Нажимаем сохранить. Здесь мы выбираем, запись идет постоянно или по тревоге. То есть по датчику движения. Но я выбираю полностью запись постоянная. И сохраняем все настройки. И вот уже в основном меню добавлена камера. Здесь есть настройки камеры. Можно тут пароли, память посмотреть. Там дополнительные настройки тоже есть. Выбираем тут кодировка видео. Настройка Wi-Fi. В общем, разные настройки есть. Можно поклацать. И чтобы просмотреть онлайн-запись, вот. Изображение выводится сразу на телефон онлайн. То есть можно просматривать. Можно просматривать архив записи, фото, видео. Например, по датчику движения фото могут делаться. То есть можно просматривать. Идет буферизация, загрузка. Ну, так как я ее только включил, то вот у меня синенькая полосочка показывает вот эту запись совсем чуть-чуть. То есть если пройдет время, то здесь можно будет отматывать вперед-назад, перелистывать и просматривать записанные видео, которые были раньше. С помощью кнопки «Сделать фото» мы сразу мгновенный снимок делаем с камеры. И также мы его можем куда-нибудь отправить, там через сообщение, email, Viber. В общем, какие мессенджеры у вас на телефоне стоят, то можно какой-нибудь выбрать и переслать. То есть это все делается очень быстро. И теперь давайте я покажу, как она снимает. То есть я сделаю запись видео, например, поставлю ее в коридор, так как подъезда у меня нету в частном доме. Покажу, как она показывает именно запись изображения с камеры. Камера должна работать в освещенном помещении. То есть, если будет полная темнота, камера ничего не увидит, не запишет, потому что здесь нет инфракрасной подсветки. Из-за конструкции камеры здесь некуда поставить светодиоды инфракрасные. Их нужно будет ставить где-то отдельно, светодиодный фонарик. Тогда можно будет снимать в темноте. Если в освещенном помещении, то в принципе видно все отлично. То есть можно увеличить, приблизить, рассмотреть лицо проходившего мимо человека. Все видно хорошо. Вот так работает данная камера. Ее можно использовать не только вместо глазка, но также устанавливать как отдельную камеру видеонаблюдения. Она компактного размера, можно где-то спрятать, замаскировать. Единственное, что у нее нет влагозащиты, поэтому если вы будете ставить ее на улице, то нужно будет придумать для нее какой-то влагозащищенный корпус, чтобы вот сюда не попала влага. Если, конечно, на объектив попадет, ничего страшного, но с этой стороны, то есть защиты от влаги нет. Если для улицы, то нужно будет делать какую-то влагозащиту для нее, водонепроницаемый корпус. Ссылочку на эту модельку я оставляю вам в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.